Всем привет! Наконец-то наступил новый 2021 год, с чем я вас поздравляю. Добро пожаловать в Мариуполь и на мой YouTube канал. Это мое первое видео, я очень волнуюсь. Спасибо тебе, что ты со мной. Давай знакомиться, меня зовут Жека, я работаю корпоративным и персональным лайф-коучем. Сегодня, 1 января 2021 года, я запускаю проект под названием Happiness Project. И в рамках этого проекта я каждую неделю буду выпускать по одному видео на YouTube. Все видео будут посвящены тому, как повысить уровень своего счастья для того, чтобы раскрыть свой потенциал. Все советы основаны на научных исследованиях, а также были испытаны лично мною. И уровень моего счастья растет с каждым днем все больше и больше. Я не наркоман. Так что же такое счастье? Многие из нас следуют формуле: если ты получишь образование, будешь много работать, ты станешь успешным, и только потом ты станешь счастливым. Этой формуле нас учили в школе, наши родители, наше общество. В ней нет ничего плохого, за исключением того, что она сломана. Если бы эта формула была правильная, то почему в офисах так много несчастных людей? На самом деле, все совсем наоборот. Благодаря исследованиям в области позитивной психологии, счастье подпитывает успех. Счастливые люди более креативные, стрессоустойчивые и более продуктивные. Сегодня я осмелюсь предложить свою формулу счастья, которую я использую каждый день. Моя формула состоит из 8 компонентов, которые мы сегодня обсудим. И первое, о чем хотелось бы поговорить, это о 3 китах здоровья. Это сон, спорт и диета. Начнем со сна. Все, что ты делаешь, абсолютно все, что ты делаешь, ты это делаешь лучше после полноценного крепкого сна. У людей, страдающих недосыпанием, понижен иммунитет, низкий болевой порог, у них на 1/3 снижена реакция, а также замедляется метаболизм и повышается аппетит, что может привести к ожирению. Представь себе только, развитие раковых клеток происходит вдвое быстрее у людей с нарушенным режимом сна. Поэтому сон очень сильно влияет на твое здоровье, а также на уровень счастья. Если ты хочешь спать крепко уже сегодня, вот тебе для начала 3 совета. Первое. За 8 часов до сна прекратить употребление кофеина. Это кофе, чай, черный, зеленый, кока-кола. Второе. Последний прием пищи должен быть минимум за 3 часа до сна. И третье. За 2 часа до сна не пользоваться телефоном, планшетом, телевизором, всем тем, что содержит голубой свет. Ну или включить блокировку голубого света. О сне я сделаю отдельное видео, потому что сон является важнейшим компонентом в построении нашего счастья. Второй, не менее важный компонент счастья – это спорт. Я думаю, все мы слышали о таких химических элементах, как эндорфины. Так вот, во время физической активности в организме вырабатывается огромное количество эндорфинов, которые поднимают настроение, улучшают производительность во всех сферах жизни, повышая мотивацию, а также помогают снизить стресс и тревоги. Было проведено одно интересное научное исследование, в котором одна группа людей, испытывающая депрессию, принимала антидепрессанты. Вторая группа людей занималась спортом 3 раза в неделю по 45 минут. Спустя месяц обе группы испытывали приблизительно одинаковый уровень счастья. Обе группы прекратили лечение спортом и медикаментами, и спустя 4 месяца ученые повторно протестировали обе группы людей. И из той группы, которая принимала медикаменты, 38% людей обратно упали в депрессию. Люди из группы, которые занимались спортом, всего лишь 9% испытывали депрессию. То есть спорт – это еще отличный антидепрессант. Ты можешь выбрать для себя любой вид спорта, который нравится именно тебе. Главное, чтобы он был регулярным и активным. 3 раза в неделю по 45 минут будет достаточно, либо каждый день по 20 минут. И всего через 1 неделю ты заметишь разницу. Я на спорт.
котором хотелось бы поговорить, это диета. Некоторые считают, что слово диета – это синоним слова похудение. Наверное, поэтому фраза «я сижу на диете» подразумевает похудение. На самом деле диета – это совокупность правил потребления пищи человеком. Другим словом, рацион питания. Так вот, наш рацион оказывает огромнейшее влияние на уровень нашего счастья. Еда может сделать нас как счастливым, так и несчастным. Я не буду говорить о более серьезных последствиях. Хотя что может быть более серьезным, чем быть несчастным? Я думаю, каждый из нас может вспомнить еду, которая когда-либо сделала его несчастным. Ох уж эти несвежие устрицы. Так вот, продукты, которые делают нас счастливыми, это не сладости, да простят меня сладкоежки, к которым, кстати, я тоже отношусь, а делают нас счастливее следующих 3 категории продуктов. Первое – это продукты, богатые клетчаткой, каши, фрукты, овощи. Второе – продукты, которые содержат растительный и рыбий жир. И третье – это продукты с высоким содержанием белка. В будущем я запишу полное видео, посвященное питанию, а также продуктам, которые влияют на уровень нашего счастья. Четвертый компонент счастья – это мозг и образ нашего мышления. Благодаря свежим прорывам в области процветающей позитивной психологии мы уже знаем, что мы счастливы только тогда, когда у нас позитивный образ мышления. Когда наш мозг мыслит позитивно, у нас активизируется передняя часть коры головного мозга, которая отвечает за обучение, креативность и стратегическое мышление. То есть физиологически мы становимся умнее и видим больше возможностей вокруг нас. Негативный мозг активизирует древнюю часть коры головного мозга, так называемый рептильный мозг, который в свою очередь отвечает за инстинкты, такие как самосохранение и защита. Когда у нас активен рептильный мозг, мы испытываем страх и пытаемся избежать мучений. И у нас есть только 2 варианта. Это сражаться, либо бежать. Эта функция была полезна пару тысяч лет назад, когда наши предки пытались убежать от тигров. Но на сегодняшний день в городах и селах не так уж и много тигров, а привычка жить в страхе и следовать инстинктам осталась. Когда у нас активизируется рептильный мозг, он блокирует мозг, отвечающий за счастье. И у нас возникает туннельное видение. То есть мы начинаем узко мыслить. К счастью, у нас есть возможность развивать фронтальную часть коры головного мозга, чтобы быть умнее и испытывать счастье. Вот 3 совета, которыми я пользуюсь каждый день. Первое – это медитации. Что такое медитации? Медитации – это фокусировка на своем дыхании, либо на ощущениях в теле, которое ты делаешь в течение 5 или 10 минут в день. Второе – благодарности. Благодарности – это ответы на вопрос, чему или кому я в жизни особенно благодарен. В течение 5 или 10 минут в день будет достаточно. И через неделю ты уже почувствуешь разницу. И третий совет – это фокус на настоящем моменте. Неважно, что ты делаешь, будь мыслями там, где ты находишься телом. Для меня, наверное, это самый интересный компонент счастья – мозг и образ мышления. Поэтому я выпущу еще не одно видео, которое тебе поможет мыслить позитивно. Решил разбить вступительное видео на 2 эпизода, первый из которых подходит к концу. Сегодня мы обсудили 4 компонента счастья из 8. Ты их сейчас видишь на своем экране. Можешь сделать скриншот для того, чтобы не забыть. Остальные 4 не менее важных компонента мы обсудим в следующий вторник. Во 2-м эпизоде у меня еще очень много интересного для тебя. Помни, мы все состоим из привычек, хороших или плохих. Тебе выбирать, какие привычки развивать, а от каких нужно избавляться. Как я уже говорил, это мое первое видео. Напиши, пожалуйста, в комментариях, как оно тебе. Ставь лайк, если понравилось. И подписывайся, чтобы не пропустить следующее видео. Присоединяйся к моему проекту счастья. Это будет увлекательное путешествие. И я уверен, что вместе мы сможем сделать этот мир чуточку счастливее. Увидимся через неделю. Оставайся на позитиве. Пока.